Мои дамы и господа, меня зовут Андрей Дуйко. Начинаем сегодня вебинар, который посвящен эзотерике. Конечно же, я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы зададите, но если вы не зададите, я все равно буду что-нибудь говорить. Сегодня у нас пятница 13-го, наверное, можно этому посвятить сегодняшнюю тему. Я хочу вам сказать, что невезение от везения отличается вот чем. И в первом случае, когда человеку не везет, то в его жизни аномально что-то происходит, то есть появляются какие-то совпадения. И везение, это тоже человеку везет, и в его случае появляются какие-то совпадения. Допустим, невезение, кошелек потерял. Совпадение в везении, нашел кошелек. Невезение, там, выиграл машину. Вернее, везение выиграл машину, невезение потерял автомобиль. Ну и так далее. Чем же они отличаются? Дело в том, что они отличаются только одним качеством. Оказывается, и везучие, и невезучие люди имеют одно и то же качество. Это качество фортуны. Этим людям невероятно везет, потому что обычным не везет. А людям, у которых есть канал фортуны, им начинает либо вести, либо антивести. Таким образом, и везение, и невезение является одним качеством одной и той же черты везения, которые можно рассматривать как везение и антивезение. И это исключительно зависит только от того, что в данный момент ощущает или как настроен в своей жизни человек. В случае, если человек подключен к каналу фортуны, но он ведет негативный образ жизни, также он очень нервный, также он очень много критикует, злится, то ему, возможно, будет не вести. А в случае, если человек очень добрый, ведет жизнь такую, чтобы вокруг люди не злились, сам не злится, старается создавать много вокруг себя счастья и радости, то такому человеку в этот день невезения начинает вести. Наверное, если люди говорят, что пятница 13 является днем абсолютного невезения, я могу сказать для всех, кто вел до этого момента гневливый образ жизни, был настоящим, наверное, агрессором, тираном, для того этот день будет днем невезения. Для всех остальных людей, в случае, если им везет, будет днем абсолютного везения. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, что делать, если меня очень сильно раздражает моя мать? Не могу справиться с этим никак, чтобы она не сказала и не сделала, как бы я ни старалась, у меня не получается ее полюбить. Помогите, пожалуйста. У меня был такой человек, он приехал ко мне и говорит: я ненавижу, как едят мои близкие. Они чавкают, они постоянно чешутся, там кашляют, сморкаются, создают очень много звука. Я человек интеллигентный. Я говорю: ты не очень торопишься? Он говорит: нет, не тороплюсь. Давай со мной сейчас пойдем и поедим. Пошли с ним в ресторан. И я знал, что делать. Я положил телефон между мной и собой, между мной и, вернее, этим человеком, и начал записывать, включил на запись и начал диктофоном записывать те звуки, которые он издает. После этого он покушал, и я говорю: сейчас, во время того, когда мы с тобой общались, ты должен послушать те звуки, которые ты издаешь во время еды. После этого он начал слушать, а я вам хочу сказать, что он кушает очень громко. Он высмаркивается, кашляет часто, мурчит, наверное, как котик. И, я не знаю, там создает очень много плямкающих и чавкающих звуков. И после этого для него это было удивление. Он говорит: как это я создаю такое большое количество звуков? Я говорю: да. Он говорит: так я хуже ем, чем мои близкие. Я говорю: да, так и есть. Нас очень часто раздражают наши близкие, потому что мы делаем то же самое. Мы копия и подобие. Поэтому, если вас раздражает мать за что-то, знайте, вы исключительно раздражаетесь, потому что вы полная, стопроцентная копия этого человека. Для того, чтобы не раздражаться на человека, необходимо делать вот что. Первое. Считать, что он ваш ребенок. Второе. Считать, что он самый маленький ребенок. Третье. Прикасаться к этому человеку. Когда вы раздражаетесь на человека, дотроньтесь к нему. Самый простой эзотерический способ – это объединение крови. Необходимо представить, будто кровь ваша и мамина объединяется между собой. У вас капилляры выходят из головы, у нее капилляры выходят из головы и ног. И они объединяются между собой, эти капилляры.
и начинает циркулировать кровь. Это называется объединение крови. Если так выполнять, представляя мать или рядом с ней находясь, то отношения между вами улучшатся и будут в дальнейшем очень теплыми. Также очень рекомендую использовать метод, при котором просто необходимо представлять маму очень маленьким человеком. У нас сегодня есть вопросы, надо же. Помогите, я в ловушке, скажите, когда я продам квартиру. Оплатила $30 за ваше бесценное внимание. Спасибо. Прошу вас, обратите внимание, все делаю, как вы говорите, слушаю регулярно, читаю мантру каждый день. Друбхавана, Чито и Кубера. Сколько ждать первого звонка? Уже полгода прошло. Ну, давайте вернемся еще раз к этой теме, раз она вас очень интересует. По-моему, я каждый вебинар теперь буду этому посвящать. Давайте еще раз скажу, а вы, надеюсь, еще раз услышите. Итак, в тот момент, когда один человек что-то продает, то он продает, потому что оно ему надоело и не нужно. Вы согласны с этим? Давайте я буду отвечать. Да, согласны, капитан. Тогда скажите, а кто покупает или кто должен купить? Должен купить тот человек, которому данный предмет или данное имущество очень необходимо. Тогда скажите, если он продает, один продает то, что ему не нужно, то второй, который покупает, которому это должно быть нужно, где они сталкиваются? Они сталкиваются на уровне вибраций, потому что один человек продает то, что ему не нужно, а другой человек должен купить то, что ему не нужно. Или по-другому, один человек должен продать то, что ему нужно, и второй должен купить то, что ему нужно. Таким образом, для того, чтобы продать что-то, вы должны ходить по квартире и делать так, чтобы вам все, что в этой квартире находится, было нужно с момента подъезда. Дом нужен, он самый лучший, он самый красивый, он в самом лучшем месте находится. И рядом там самые красивые места. И деревья самые красивые. Вошли в подъезд. И подъезд самый теплый. И подъезд самый чистый. И самый, я не знаю еще какой-то. И самый родной. И вы детство в нем провели. И поднялись в квартиру, подошли к двери. Дверь такая, с ней много всяких событий. Я и зимой заходил, и летом, и весной. После этого вошли в квартиру, ходите по квартире, и здесь плиточка к плиточке, и ровно, и маленькие ножки бегали по этой плиточке. Таким образом, вы делаете все для того, чтобы вновь полюбить свою квартиру. Если вы полюбите свою квартиру, и она вам будет очень сильно нравиться, то в этот момент вы с легкостью обязательно и очень быстро найдете того человека, кто у вас данную квартиру приобретет. А коды, которые вы читаете, или мантры усилят у этого человека ощущение, будто это ему нравится. Дело в том, что вы должны услышать меня, когда я говорю во время своих ступеней слова, что эзотерика без философии недостаточно функциональна. Точно так же и философия без эзотерики недостаточно хорошо работает. И я постоянно говорю об энергии. И говорю, что энергия денег – это энергия, которая создается в человеке в тот момент, когда он думает о деньгах. И когда, допустим, человек думает негативно о деньгах, или негативно о том, что можно на них купить, или вспоминает о том, что, там, допустим, нужно ему рассчитаться, он расстраивается от этого, или недополучил деньги и расстраивается от этого, по этому поводу. И после этого этот человек начинает применять методы, которые связаны с привлечением энергии денег, читает, допустим, мантру денег, то он только ухудшает свое состояние, потому что эта энергия, которая возникает в тот момент, когда человек думает о деньгах, эта энергия увеличивается. То есть у него блокируются деньги, у этого человека, который думает о деньгах, и блокируется течение денег, потому что он все время негативно думает о деньгах. Это происходит так: чем же мне рассчитаться, как же я найду деньги? После этого он подумал об этом и забыл. А если он прочитает 108 раз мантру, там, какую-нибудь связанную с деньгами, то после этого он будет думать так: как же я заплачу деньги, как же я отдам деньги за квартиру или там еще за что-то. И после этого будет думать и утром, в обед, а также ночью будут сны негативные сниться. Таким образом, в случае, если человек использует мои методы продать квартиру. А для того, чтобы продать квартиру, необходимо использовать философию. То есть необходимо создать энергию
необходимости или любви к квартире, потому что человек, который придет к вам в квартиру, он должен ее тоже любить. То есть вы ходите по своей квартире и влюбляетесь в нее, делаете так, чтобы в вашей душе поселилось ощущение, что вы не хотите с ней расставаться, что она очень хорошая, что она вам очень нравится, безумно прямо. В этот момент читайте те мантры, о которых вы говорите, и тогда эта вибрация усиливается, и человек будет приходить и запросто, мгновенно ее покупать. Вот, собственно, и вся система. Я ученица первой бесплатной ступени, делаю практики, взятые из вебинаров. Скажите, пожалуйста, почему у меня к окончанию дня потеря сил, слабость? Я ведь не перенапрягаюсь, давление у меня невысокое, стараюсь настраиваться на добро и позитив, но не пойму, где побоено. Дело в том, что в тот момент, когда человек ставит программу, в случае, если программа очень большая, допустим, программа мечты, то есть человек либо ставит программу мечты, либо думает о мечте, либо думает вечером о том, что должно произойти, на это все тратится наша физическая энергия. То есть в тот момент, когда вы ставите недостижимую цель, допустим, по фильму «Секрет» или по системе какого-нибудь другого специалиста, слава богу, и хватает, то там очень часто говорится: визуализируйте свои задачи, ставьте очень четко задачи, старайтесь идти к этим задачам и так далее. Так вот, каждая из ваших задач, каждое из вашего намерения — это выстроенная ваша ментальная программа в пространстве, и на это вы тратите вполне физические свои силы. Таким образом, в тот момент, когда вы работаете, перед этим утром могли поставить программу или вечером поставить программу на исполнение какой-либо задачи, намечтать себе, что же я буду делать на следующий день, это все заберет у вас потенциал энергии, вы будете хуже себя чувствовать. Здесь вариант такой, как отрезаться от этих программ. Об этом я рассказываю на первой, второй и третьей ступенях. Выражаю вам свою признательность и уважение за ваш труд. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Во время проведения практик у меня руки становятся очень сильно липкие. Это связано с моей физиологией или так влияют коды и мантры на меня? Когда человек производит или проводит практики и руки становятся липкими, это говорит о том, что помещение, в котором проводятся методы или практики, энергетически загрязнено. Я об этом говорю на первой ступени. Обязательно посмотрите на первой ступени, как сделать так, чтобы очищать пространство, и очистите пространство так, чтобы энергетически оно было чистым. Тогда руки перестанут липнуть. Никак не могу личную жизнь устроить. Скажите, пожалуйста, какой код читать, чтобы замуж выйти? Ну, почему вы думаете, что я хочу это делать? Итак. Раз сегодня великий день, это пятница, шаббат у евреев. Иудеев, правильно, необходимо говорить. Также праздник завтра, потому что суббота. Вообще, почему люди празднуют праздники? Никто никогда не задумывался. А ведь знаете, что праздники ведь для чего-то людьми были сделаны? То есть почему человек или человечество или социум решил вдруг проводить праздники? Кого-то накормить, посидеть за столом. Ну, я не могу сказать, что это веселье. Для чего же человек делает праздник? И как, по моему мнению, необходимо с эзотерической точки зрения праздновать праздники? Что это такое праздник? Давайте я вам скажу. Дело в том, что я бы хотел сказать о нейролингвистическом значении слова праздник. ПР или буква П называется словом или как бы создает энергетическую или эмоциональную, нейролингвистическую эмоцию, которая называется предчувствовать. И раздник — это как радость. Получается предчувствие или в предчувствии радости. Таким образом, что это такое? Это эзотерическое собрание людей, которые хотят поработать над предчувствием радости и выпить за то, или поесть за то, чтобы в дальнейшем эта радость в их жизни появилась. Вы представляете, если праздновать праздник какой-либо, и при этом во время праздника предчувствовать то событие, которое скоро должно появиться, и делать это всем вместе во время радости, то тогда у всех обязательно это событие появится. Допустим, человек, который поднимает тост, он не должен говорить, там, Андрей Андреевич, я желаю вам здоровья. Это не предчувствие радости. Он должен делать так, он должен говорить:
пусть скоро у нас всех будет большое количество денег. И после этого все в бокалы ударились и выпили. Что они сделали? Они создали эмоцию в предчувствии той радости, которая была запущена в момент того, когда этот человек произносил тост. Или человек говорит: пусть скоро все мы будем здоровыми, или пусть скоро мы все выздоровеем. И после этого это в предчувствии радости, которая возникнет в тот момент, когда все станут здоровыми. И успешность это в предзнаменовании такого события запускается при помощи радостного цокания бокалов, а также там улыбок и так далее. Вот таким образом, если праздновать праздник, то тогда, скорее всего, события будут у человека совершаться те, которые он хочет. Таким образом, я считаю, что праздник эзотерически должен именно вот таким образом праздноваться. Человек должен эмоционально предчувствовать, что должно произойти хорошее, и после этого всем поведать, что он чувствует, что хорошее должно произойти, и пожелать происхождения этого чего-то хорошего в момент праздника. А раз праздник связан со словом «радоваться», то тогда все во время праздника радуются, предчувствие того, что дальше будет какое-то очень приятное и хорошее жизнь, события и так далее. Вот таким образом, по моему мнению, необходимо праздновать праздник. А когда же можно праздновать праздник? Вы представляете, для многих людей это может быть ежедневно. Праздник — это не напиться и на следующий день очень сильно болеть. Праздник — это когда все люди собрались, все радостны, и после этого в предчувствии того, что произойдет что-то прекрасное, что скоро произойдет изменение жизни в лучшую сторону, что скоро все разбогатеют, пожелать, чтобы это произошло тем людям, которые находятся рядом. Таким образом, человек, допустим, говорит в предчувствии радости, зная, что скоро мы станем все абсолютно здоровыми, хочу за нас всех порадоваться. И после этого вот такой тост, допустим, произносит. Можно ли такой тост произносить? Друзья мои, конечно, если есть радость у всех присутствующих, тогда этот тост, скорее всего, будет магическим, и все в дальнейшем будут чувствовать себя здоровыми. Андрей Андреевич, поднимается давление после занятий с кодами. Как мне давление понижать? Для того, чтобы очень быстро снизить давление, необходимо взять горячую бутылочку и эту горячую бутылочку зажать сзади коленками, под коленками. Это сразу же снизит давление. Вообще хочу вам сказать, что коды очень часто поднимаются у тех людей, кто работает с кодами, связанными с деньгами. Я могу сказать вам, что, скорее всего, вы очень активно над этим работаете. Вам необходимо притормозить этот темп, потому что, скорее всего, ваш уровень тонов не позволяет вам выйти на новый уровень, и вам перед тем, что такое или почему у человека поднимается давление во время произношения тонов, это во время произношения кодов. Это говорит о том, что коды работают над тем, чтобы у вас был большой заработок, а вы находитесь на том энергетическом уровне или в том тоне, который не позволяет такой доход. Это поднимает в вас давление. Для того, чтобы выйти из этого, начните производить или начните выполнять метод, который называется поднятие тонов. Отработайте с тонами. Андрей Андреевич, здравствуйте, я хочу сделать себе тату. Подскажите, какой эзотерический символ вы мне посоветуете? Я могу вам посоветовать символ, который называется скрещенная ваджра. Данная скрещенная ваджра помогает человеку никогда не попадать в неприятности. Человека со скрещенной ваджрой никто никогда не посадит. Также является красивым символом. Дальше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за ваш семинар и практики. Занимаюсь практиками 1-2 ступень. Провожу ритуальную защиту уже около полугода. Сделала защиту с обрядом, с черным рисом. Прохожу ступени школы по причине того, что в моей жизни бывшая свекровь не просто увлеклась, а именно жила, решая все свои проблемы с помощью колдунов и экстрасенсов. Занимаясь практиками, ситуация с деньгами стала чуть лучше, но проблема не ушла. А добавились новые. Ситуация не такая простая, банальная, как может показаться. В результате я 20 лет живу одиночеством, и как ни пытаюсь, личная жизнь отсутствует. Причем я красивая, интеллигентная, образованная.
Сделала практику защиты от влияния с черным рисом, сильно выкручивала ноги. Через некоторое время нашла в телефоне подклад, что-то маленькое, черное, в дупле для наушников. Подклад от коллеги, со свекровью не общаюсь, в принципе, как его вытащила. На следующий день неожиданно умер кот. Теперь уже не могу понять, помогает мне эзотерика или из-за того, что пытаюсь защититься, выбраться, жить в счастье, бьют сильнее. Скажите, это действительно сильно профессионально сделано? И стоит стена на личную жизнь, замужество, или это мое заблуждение? Я просто плохой человек, и мне жить с семьей не суждено. С дочкой начинается подобная ситуация. Она красивая, умная, хорошо воспитанная и образованная. Но кавалеров у нее нет. Как появляется поклонник, тут же исчезает. Без явной на то причины. Вопрос звучал приблизительно так же. Он звучал так. Андрей Андреевич, у меня нет кавалеров. Почему там у меня нет женихов и так далее. Я могу сказать вам, что она очень длительное время не кушает. То есть она соблюдает диету, у нее диета стоит на первом плане или на первом месте. И я могу сказать вам, что от нее был очень жуткий запах. Из ее рта так пахло, что хотелось просто повеситься прямо сегодня. Скажите, у нее будут кавалеры, если от нее так плохо пахнет? Но она живет сама, скорее всего, и никто ей этого не говорит. Правильно? Дальше. Очень много есть информации, я очень часто говорю об этом. Почему женщина не может выйти замуж? Этой информации так много. Просто берете и вбивайте в интернете, почему я не могу выйти замуж, Андрей Дуйко. И после этого там такое большое количество информации дается. Я хочу вам сказать, что женщина является фактически тем человеком, который должен обязательно воспринимать себя, хоть это и считается зазорным, как неким товаром. Скажите, в тот момент, когда, допустим, продается квартира, она продается потому, что очень нужна, и тогда ее должен найти тот, кому эта квартира тоже очень необходима. А очень часто женщина начинает находить в себе какие-то изъяны. То есть она сама себе начинает говорить, что там не очень хорошо выгляжу, там я болею, там не очень хорошо одета, у меня не очень красивые ногти, или там зачем вообще на это обращать внимание и так далее. И после этого не считает себя офигенно красивой женщиной. Извините за слово женщиной. Это шутка для особо умных. Естественно, в тот момент, когда женщина не считает себя особо красивой женщиной, в этот момент ее должен найти мужчина, которому она не особо нужна. Почему некрасивые модели становятся особо нужными? Потому что им внушают с самого детства. В моей жизни была такая ситуация. Я был знаком с девушкой. Как же ее звали? Алена или Настя. И ее отец, доктор психологии, насколько я понимаю, либо медицинского института, либо педагогического института из Черкас. Он когда-то провел гипнотические внушения своему ребенку. И во время этих гипнотических внушений он ей внушал, что она очень красивая женщина и что она нужна всем абсолютно мужчинам, которые когда-либо будут в ее жизни попадаться. Ну, где-то так. Я не знаю, самого внушения не слышал, и что он ей внушал, я не знаю. Но я знаю последствия. В дальнейшем эта девушка, она имела всегда огромное, она гундосая, она очень некрасивая. Я могу сказать, что мне она как женщина, ну и большинству, наверное, мужчин, которым там нравится другого типа женщины, не нравится. Но стоит мужчине начать разговаривать с этой девушкой, то у него сразу же появляется симпатия. Почему? Она искренне считает в середине себя, что она очень красивая, очень нужная, очень привлекательная, что у нее красивые ножки, красивые ручки, красивые пальчики, волосики, носики, и одежда, и там, что бы она ни делала, это изысканно, и каждое ее движение грациозно, и каждое, в общем, в ней все идеально. То есть она считает себе через элемент внушения, что она абсолютно идеальна. Могу сказать, что она в очень раннем возрасте вышла замуж, до сих пор живет с мужчинами, и знаю на 100%, что у нее никогда не было отбоя от мужчин. Почему? Она знала тайну. Одна из тайн заключается в том, что женщина должна считать себя, какая бы она ни была, все равно очень-очень привлекательной.
Я не говорю, что она должна быть лучшей, потому что когда я говорю лучшей, то она должна быть конкурентной. То есть она должна конкурировать, искать, кто лучше нее, побеждать их в конкурентной борьбе и так далее. Это неправильно. Она должна быть для себя особенной. То есть, да, есть много ног, но ваша тоже красивая. Да, есть много носов, но ваш тоже самый красивый для вас. Есть много губ, но ваши тоже красивые. Есть много глаз, но ваши тоже особенные. Есть много роста у людей. Есть маленькие, низкие, полные, худые, еще какие-то. Но вы особенные. Понимаете? Если женщина ощутит свою особенность, если женщина ощутит то, что она тоже особенная и тоже в каком-то понимании вещей особенно и в этом прелесть и красота, то скорее всего ее сразу же будет кто-то находить. Самое печальное, что может произойти, это тот момент, когда женщина просто произнесет себе: я никому не нужна, на меня никто не смотрит. А вы это уже сделали, когда написали мне. Отчитал одним словом. Дальше. А если наоборот давление падает во время практик с деньгами? Спасибо за ответ. Это тоже говорит о том, что вам не хватает энергии. В случае, если у человека падает давление во время практик, это говорит о том, что ему необходимо работать с энергетическими практиками, такими как накопление, получение магической силы, накопление психической энергии и так далее. Подскажите, пожалуйста, повезет ли моей маме выйти замуж в этом году? Не повезет. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически убрать долихосимгму? Ну, делайте метод такой, который называется замораживание и выпаривание. Подскажите, пожалуйста, как помочь сыну, студенту полюбить медицинские науки? Очень хочется учиться с интересом. Выполняйте практику выпрашивания, которую я даю на первой ступени школы Кайлас. Ставьте эзотерические практики, чтобы хотелось. Мы с человеком, который умер, очень близкого для меня человека, после этого плохо себя чувствую, начинается депрессия. Как избавиться от таких воспоминаний? Часто вспоминаю человека, который умер. Первая ступень школы Кайлас. Одеваете резиночку. После этого используете резиночку как эзотерический инструмент для того, чтобы забыть человека. Других методов не бывает. Присутствовала на вашем семинаре «Эзотерика и дети». Спасибо за ценную информацию и новые знания. Подскажите, отправляют ли на почту для скачивания? Я, к сожалению, не знаю. Необходимо обратиться в службу поддержки. Учитель, как эзотерически избавиться от волос на лице? От волос на лице, правильно прочитал? Итак, эзотерически избавиться от волос на лице можно следующим образом. Берете баклажан, варите баклажан и увариваете его, или делаете кашку, если он в воде растворяется, или делаете кожуру баклажана, срезаете ее, варите ее очень долго. И после этого используете это в виде компресса, смазываете те места, где у вас растут волосы. Они исчезают. Или берете изюм, им смазываете. Или берете зеленый виноград, выдавливаете сок и тампончиком смазываете места, где есть волосы. Зачем вам эзотерический? Вы что, имеете такую сумасшедшую эзотерическую силу, чтобы еще волосы убирать? Есть же бритвы, эпиляторы. Зачем вам эзотерику сюда вмешивать? Надежда, если надо любить то, что продаешь, тогда такой вопрос. Я занимаюсь мыловарением. В диком восторге от своего мыла, постоянно им пользуюсь, но продажи очень слабые. Почему? Приобретают, но не берут повторно, хотя отзывы хорошие. Вся проблема заключается в том, что во время того, когда человек ранее занимался бизнесом, то человеку необходимо было из знаний только одно: найти товар, или сварить товар, или там сделать что-то. После этого найти место, где проходит очень большое количество людей, и предложить этим людям товар. Так вот, на сегодняшний день, когда вы продаете, этого недостаточно. Почему? Ранее было так: спрос порождает предложение. А это говорило о том, что конкуренция была недостаточно высокая. Теперь же другая система есть. Эта система звучит так: эмоция создает спрос. Эмоция создает спрос. А эмоцию уже создать через свой продукт очень сложно. То есть вы должны найти то место, где есть самое большое количество людей, которым необходимо мыло. Вы должны создать у человека эмоцию в тот момент, когда он будет это мыло покупать. Когда он его будет покупать, потом рассчитываться, потом получать.
во время того, когда он будет получать, кто будет с ним разговаривать, как быстро ему ответят. То есть это все создает эмоцию. Эмоция фактически равняется бренд. Таким образом, если вы хотите продавать это как бренд в дальнейшем, свое мыло, то у вас должна быть эмоция. Вот эта эмоция, которую вы запустили в самом начале, ее недостаточно. Потому что ее должны вы создавать в виде картинки, после этого в виде слогов, после этого где-нибудь на каком-нибудь лендинге или на сайте, после этого во время разговора с человеком. После этого человек покупает, распечатывает, получает. И это все должно создавать эмоцию. И после этого эмоция, которая у него сформировалась от того, что это мыло он купил, вот эта эмоция будет продавать. Допустим, у меня была недавно ситуация, как раз связанная с мылом. Люди дали попробовать мыло, которое привезено было из далекой страны. Это женский шампунь для улучшения роста волос. Когда женщины начали этим шампунем мыться или намыливать этим шампунем волосы, оказалось, что оно не мылит совершенно. И эмоция сразу же снизилась. После этого бутылочка была некрасивая, эмоция еще более снизилась. И после этого запах был не очень хороший, эмоция еще более снизилась. Но после этого был очень хороший эффект, потому что прямо сразу же после мойки волос, буквально на следующий день, я обратил внимание, что волосы стали блестящими, такими пышными, красивыми, крепкими. О чем я и сказал. Волосы такие красивые, я говорю, надо же, шампунь имеет такое вот действие, волосы стали такими красивыми. Так вот, мне и жена, и моя теща, они сказали как в один голос. Они говорят, да, хороший шампунь, у него такой эффект, он создает волосы, но мы больше его заказывать не будем. Почему? Потому что плохо пахнет и потому что не мылится. Можно ли сказать, что не доработали люди? Да. И бутылочка некрасивая. Понимаете? То есть, что необходимо сделать? Обычно люди думают, что они сварили товар и будет стоять очередь. Нет, это сложный процесс. Формирование бренда происходит от момента того, когда вы, допустим, создали, до момента того, когда это создало эмоцию после вас, включая людей, которые на вас работают. Как ответили, после этого там, как сработало, после этого в чем запечатано, после этого это все вот формирование бренда. После РТС завершения 8-го круга удача стала нам улыбаться. Ура! Настроение на высоте, а в семье полное спокойствие, радость. Все вокруг нам улыбается, в автобусах всегда есть места для нас и многое другое. Это так классно, когда тебя все видят и уважают. Спасибо вам. Информации очень много и вся полезная информация. Шумы работают. Сангая — это объяснимое состояние, как будто ты взлетаешь ввысь. Мантры очень помогают. Жить — это счастье. Спасибо вам. Спасибо вам, Екатерина Татаркова. Очень красивый отзыв. Здравствуйте, работаю с бензиновой горелкой. Огонь постоянно в 30 сантиметров от лица. Вы говорили, что нельзя находиться близко к огню, так как сгорают все наработанные энергии. Получается, что вся моя работа по практикам и кодам впустую. Нет, если человек работает с горелкой возле рта, он прожигает себе 5-ю чакру. И когда он прожигает 5-ю чакру, то у него появляется желание пить алкоголь. Поэтому люди, которые работают очень часто с горелками на расстоянии от лица 30 сантиметров, у них появляется невозможное, просто непреодолимое желание периодически выпивать алкоголь. Как этого всего можно избегать? Я могу вам дать совет. Когда вы будете дальше работать с горелкой, обязательно сделайте для себя металлический ошейник, да? Металлический... Да, такое колье на шею. То есть возьмите, сделайте металлический обруч, или же сделайте его из картона, сверху оберните картон, чем там можно обернуть? Металлической фольгой, в которой запекают мясо. И одевайте себе на шею в тот момент, когда вы работаете. Тогда у вас вот такого влияния не будет. В случае, если человек постоянно прожигает себе 5-ю чакру, это происходит вновь и вновь, то деньги будут утекать сами по себе. Также у человека будет постоянное желание выпивать алкоголь. Также человек будет скатываться по лестнице, наверное, такой человечности вниз. То есть у него может быть там загулы, может уходить в гречку и так далее. Поэтому аккуратно. Ну, тоже не обязательно. У некоторых людей, наоборот, закрыты 5-е чакры.
И для некоторых людей даже было бы полезно поработать с огнем возле 5-й чакры. Вы, наверное, ювелиром работаете. А интересно, ювелиры это люди, которым нравится пить алкоголь или нет? Те, которые работают с горелками такими. Ваша ученица, сегодня моя родная тетя смотрит впервые семинар. Она не может понять, что же с ней происходит. Ну, я не знаю, что с ней происходит. Добрый вечер. Я причем к вашей тете. Добрый вечер. Приобрела Сангая 30. Только после этого Сангая болит голова. Как практиковать? Это же тона. Спасибо огромное, друзья мои. В случае, если вам не подходит семинар, и у вас не получается его практиковать, то мой совет вам: отложите его, найдите то Сангая, где я рассказываю о тонах, и работайте с тонами. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения эзотерики, если женщина хочет энергетически больше, не быть связанной с бывшим партнером, можно ли носить кольцо, которое он дарил? Если нет, то можно его как-то выкупить или лучше вообще продать? Кольцо имеет значение только для мужа и жены. В случае, если один из них уходит, то можно запросто это кольцо сплавить, подарить, все что угодно с ним делать. В случае, если вы подарите человеку, который замужем, девушке, допустим, то она, скорее всего, одев ваше кольцо, разведется. Потому что в этом кольце есть ваша история. Хотите выйти замуж и сделать это побыстрее, то тогда отложите это кольцо и ждите, когда придет новое. Подскажите, Ом-Со читать с открытыми глазами, все равно. Спасибо за прекрасный вечер, ценнейшую информацию. Пожалуйста, еще информации-то не было. Итак, дальше. Что такое счастье? Смотрите, из чего состоит слово. Это счастье состоит из слова «часть». Видите? И что это обозначает? Оказывается, слово «счастье» обозначает быть частью мира. Поэтому, если человек не является частью мира, семьи, чего-либо, то этот человек становится несчастливым. Итак, мир принимает человека, если человек для мира что-то делает. Также я могу вам дать практику такую эзотерическую, о ней раньше рассказывал. Это каждое утро человек, сидя и выпивая чашку теплого кофе, какао или чая, или компота, или молочка, он должен говорить: мир, я принимаю все, что ты для меня делаешь. Таким образом, у человека появляется счастье, и он становится частью этого мира. И мир начинает ему давать. Конечно же, найдется тот человек, который в комментариях обязательно мне скажет: Андрей Андреевич, а если мир даст какую-нибудь гадость? В этом случае я хочу вам сказать: мир есть слово, а есть слово антипод миру. Это слово война. То есть люди живут либо в мире, либо в войне. Так вот, если вы хотите, чтобы вам война что-то дала, необходимо говорить: война, дай мне там то-то, то-то. А если вы обращаетесь к миру, то мир и война — это два противоположных слова. Поэтому если мир, то ничего плохого мир дать человеку не может. Потому что плохое может дать только война. Поэтому не морочьте ни мне голову, ни себе. Моя мама умерла 5 лет назад от рака поджелудочной железы. Сгорела за 5 месяцев. И мне все кажется, что ей сделали порчу. И я чувствую свою вину, что не помогла ей помочь. Не смогла ей помочь. Скажите, пожалуйста, правда ли ей, что сделали насмерть? И кто? Она тоже это чувствовала? Нет, это обман. Вашей маме никто порчу не делал. Она умерла, потому что она болела хроническим панкреатитом. На фоне стрессов, на фоне нервных состояний. А также хронически то худела, то еще не доедала и так далее. Вас растила. Андрей Андреевич, здравствуйте. Давно-давно между мной и мужчиной прошла яркой вспышкой любовь. Мы оба замерли. Ух ты ж. Встретившись глазами. Вот это да, красиво. Санта-Барбара получается. Уже потом я узнала, что он женат. Есть дочь. Ах ты ж, боже мой. Но мне было уже поздно. И просто не по силам отказаться от своего чувства. Ах, шайтан. Я ни в коем случае не стремилась разрушить их семью. И это считала достаточно. Мы со временем расстались. Я одна растила дочь. Ух ты ж. Конечно, жила прошлым, плакала. Искала близкого человека, которому была нужна, не нашла. Как мне быть теперь? Как помочь в благосостоянии семьи? Сплошные преграды. С уважением, Екатерина. Я ничего не понял. При чем тут благосостояние семьи? Родили от другого мужчины, он ушел в свою семью. Он прав или нет? Давайте я сразу буду отвечать. Он не прав. Почему не пришел к вам?
Зачем ему приходить к вам? У вас он получал дополнительную интимную близость. У вас глаза встретились, появилась любовь. Если мужчина любит, он живет с женщиной. Если не любит, он с ней не живет. Что такое любовь и кто в этой любви виноват? Причем тут благо? Как вернуть благо? Уважаемая госпожа, я хочу вам дать совет, как вернуть благо. Он очень дельный. Начните заниматься бизнесом. Начните там закатывать банки, шить что-то. Старайтесь это продавать. Начните делать бизнес. Потому что когда человек ищет кого-то, кто виноват в том, что у него не получается, то я могу сказать, что в большинстве своем никто ни в чем не виноват. Сегодня женщина ко мне пришла и говорит: Андрей Андреевич, у нас плохие отношения в семье с мужем. Что мне необходимо сделать? Я стараюсь его воспитать, ничего не получается. Я ей сегодня сказал эти слова, хочу сказать их и вам. Вы знаете, у всех женщин одна и та же проблема. Эта проблема заключается в том, что они думают, что мужчина является мужчиной. Они думают, что мужчина мужественный, деловой, или не мужественный и деловой, или он там сильный, или еще какой-то. Я хочу вам сказать, что это все напускное. В большинстве своем это напускное, придуманная модель поведения мужчины, которую он наработал на протяжении жизни. Вы должны знать секрет мужской, который вам никто никогда не расскажет. Этот секрет, он звучит так. Каждый мужчина — это тот человек, который хочет что-то сделать для своей мамочки. Или хочет понравиться мамочке, или что-то сделать для мамочки. А как сделать так, чтобы женщина нравилась мужчине? Как сделать так, чтобы мужчина обожал эту женщину? Я могу вам сказать, корона исчезает в тот момент, когда женщина хочет, чтобы рядом жил мужчина. Она хочет влюбиться в настоящего, мужественного, сильного и так далее. Но это все напускное, это не настоящее, вы представляете? А настоящее выглядит так. Если женщина хочет любить мужчину, она выбирает мужчину. А потом оказывается, что для того, чтобы любить его, необходимо сделать над собой усилие, переключить себя и видеть в этом мужчине своего ребенка. Вот если женщина начинает видеть в своем мужчине своего ребенка, вот скажите, своего ребенка вы накормите вовремя? Да. А постираете ему? Да. Это будет трудно? Нет. А там, я не знаю, песню споете, сказку расскажете? Да. А что-нибудь для него сделать? Да. Вы представляете? А что бы вы могли не сделать на ребенка? Ничего, все бы могла сделать. А накормили бы его? Да. А спать бы уложили. А разговаривали бы с ним? Разговаривали. Тогда скажите, почему женщины очень часто не относятся к своему мужчине как часть своей жизни, как будто это ее ребенок? А я вам хочу сказать, что это самый простой способ. А как мужчине это выглядит так. Женщина начинает его воспитывать и говорить ты не такой, у тебя все не так, вот другие мужчины и так далее. Что неправильно, почему? Она становится для него судьей, он становится подсудимым, она, если его долго осуждает или у него появляется желание куда-либо убежать. Сегодня еще одна встреча была, приехала женщина и говорит мне: Андрей Андреевич, скажите, мой мужчина мне изменяет, и я бы хотела с ним расстаться. Нужно ли это делать? Я говорю: вы живете с этим мужчиной и ищете повод для того, чтобы с ним расстаться? Она говорит: если честно, да. А сколько вы с ним живете? 9 месяцев. Он предложение вам не сделал? Не сделал. Тогда зачем вы жалеете 9 месяцев? Я жила с ним, потому что я живу за его счет. Хорошо. Если вы уже живете за его счет, то тогда он же должен за что-то платить. Должен за что-то платить. Так вот, я хочу сказать тем женщинам, которые живут за чужой счет с мужчиной, которого они не любят. И этот мужчина, скорее всего, ее не любит, потому что он гуляет на стороне. И тут сразу же вопрос: зачем они живут вместе? Ведь у них может появиться никому не нужный ребенок. Ответ этому есть, конечно же. Что делать, не буду сейчас об этом говорить, что делать в тот момент, когда такая семья вдруг появляется, если можно это назвать семьей, и что должна делать женщина? Уж если вы живете с кем-то, продаете свою молодость и красоту, то не делайте это бесцельно. Пусть во время того, когда вы живете, этот человек вам ничего не предлагает, пусть этот человек оплатит вам образовательные программы. Научитесь делать эпиляцию, депиляцию,
я не знаю, там инъекции, татуировки, там маникюры, педикюры, визажи, макияж. Пусть он вам поможет обучиться. Также, если у него есть деньги, пусть поможет вам что-то построить. И когда вы начнете что-то зарабатывать, в этот момент вы можете смело уже не ожидать. Когда он на вас будет жениться, можете смело от него уходить и строить свою жизнь дальше. Я считаю, что это по-честному. Если он не хочет на вас жениться и не делает никаких предложений, то тогда это время, которое вы должны посвятить исключительно обучающим каким-то программам. Начните учиться. Когда вы выучитесь, когда вы поумнеете, когда у вас появятся возможности, тогда, возможно, и замужество будет. А так сейчас почему-то очень часто женщины видят в мужчинах только средства для существования. Но красота, она ресурс, как известно, заканчивающийся. Поэтому женщина не может быть всю жизнь красивой. Когда-то красота закончится. Вместе с этим закончатся и те люди, которые захотят за эту красоту платить наличкой. И после этого можно оказаться просто и без знаний, и без возможностей. Ну и просто за бортом этой жизни, как говорил в свое время маковецкий актер в фильме «Три истории» Киры Муратовой. Андрей Андреевич, на каждом вашем вебинаре я спрашиваю, да когда я же выйду замуж? И каждый раз вы не отвечаете мне, но другим же говорите. Скажите мне, пожалуйста, будет ли у меня настоящая свадьба в платье и хороший муж, плиз? Ну, будет, конечно. Раз вы требуете, пожалуйста. А что? Надо муж, пожалуйста, выйдите замуж. Когда я выйду замуж? А я не понял, вы что считаете, что я бабка-гадалка? Таня, у нас есть кубики? Давайте и погадаю. О, вот они кубики. Сейчас погадаю, конечно. А что же не погадать-то хорошему человеку-то? Через сколько она выйдет замуж? Сейчас погадаем. Через 1 год, видите, единичка упала. Есть кубики. А в каком месяце? Сколько там? 12 месяцев. О, у нас же есть 2 кубика. Сейчас погадаем. В каком месяце выйдет? Ага, в 4-м. В мае, что ли? Итак, через 1 год, в апреле, да, в 4-м месяце вы выйдете замуж. Вот и все. Спасибо. Кому еще погадать? На кубиках. Видите? Но бесплатно. Почему вы меня используете бесплатно? Разве можно бесплатно использовать человека? Вот смотрите, я погадал. А если не исполнится, ну так бесплатно же. Я только недавно начала прикасаться к основам эзотерики по вашим видео. Сегодня я закончила проходить первую ступень, выложенная в YouTube. Отлично вы пишете. Не обновленную. Будет ли работать практики, изложенные в ней, если не было обряда посвящения? Будет работать. Все в порядке. Если меня крестили в детстве в православии, но мне гораздо ближе индуизм и буддизм, с удовольствием делаю практики и медитации. Но у меня раздрай в этой теме. Вроде не там, не там. Подскажите, пожалуйста, как быть? Я очень часто говорю такие слова людям. Я очень часто говорю такие слова. Ко всему нужно относиться серьезно в жизни. Нужно серьезно относиться к своей жизни, к своей работе, к своим детям. Не перекладывать ответственность за свою на кого-то. Там, у кого-то плохо, виноваты, там, сглазили, спортили и так далее. Точно так же и здесь. Понимаете, получается, вас покрестили, и после этого почему вы не продлили в себе или не развивали себя как христианская личность, живущая по канонам христианства? Почему многие люди, даже которые веруют или являются верующими, не живут по канонам христианства, не углубляются в эту тему, не постятся, не причащаются, не читают там, не устраивают дома молебны, не делают для себя алтарную комнату или не ставят в углы иконы? Почему этого не делают? Получается, это как? Хобби или что? Если вы считаете себя религиозным человеком, то соответствуйте религиозному становлению христианина. Почитайте христианскую литературу,
Пойдите к своему отцу, этому священнику, посмотрите, что этот человек будет говорить, и выберите, подходит оно вам или нет. Если это вам не подходит, то это, скорее всего, навязанная идея. И тогда уже начинайте там идти другим путем, выбирая при этом, скорее всего, философию. То есть, что вам будет подходить? Я вам хочу сказать, конечно, после этого видео в очередной раз появится много людей, которые будут говорить, единственная религия это только ислам, все остальное обман. Я могу сказать вам, что каждая религия будет говорить одни и те же слова. Христианство будет говорить, что только Иисус Христос спасет. В исламе будут говорить, что только Бог сможет помочь и другого нет. Я могу сказать вам, что я знаю около 10 различных религий, которые скажут, что Бог, но только его название, и начнется Кришна, там Вишну, там и так далее, понимаете? То есть, слава Богу, во что верить и какой традиции себя отдавать, этого всегда будет достаточно. Зачем я это все говорю? Вот смотрите, вы пришли к врачу, этот врач, он, по вашему мнению, хороший. У вас болит позвоночник, поясница. И после этого говорите, доктор, вы мне можете помочь? Он говорит, конечно, давайте уколы такие-то, такие-то, будем делать в бедра, позвоночник, пейте еще эти препараты. Но вы неделю попили, не произошло ничего, отложили эти препараты, поискали в интернет, пришли ко второму врачу. Этот второй врач говорит, ой, да вас тут уже лечили, да, ой, негодяй, так нельзя было лечить. А давайте я вам назначу другие препараты. Вот сюда будете прикладывать это, а вот это будем делать так, а вот это так. Проходит 3 дня, вы чувствуете, что вам это не помогает или помогает, откладываете процедуры, ищете кого-то в интернете и идете к 3-му врачу. И так на протяжении 1 года. Скажите, вы вылечитесь или нет? Давайте я отвечу. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Почему? И ответственность никто не будет нести. Вы понимаете, это самое страшное. Потому что если один лечит, оно все хуже, то можно прийти к этому врачу и сказать, что ж ты меня лечил так долго времени, так много денег с меня взял, а эффекта никакого, негодяй, я тебя ненавижу. Тогда у него появится ощущение угрызения совести, ну и можно на него там подать заявление куда-то. А так получается, то у одного, то у другого даже некому нести за это ответственность. Точно так же у людей. Что вы скачете, как лягушки вечно? Выберите себе свой путь уже, сосредоточьтесь на этом пути и не сдвигайтесь. Если это моя школа, то изучайте философию, следуйте этому пути, следуйте за этим учением, там, будьте приверженницами наших направлений, школы, общественной деятельности и так далее. Что вы как лягушки-попрыгуни? Вы что думаете, где-то будет лучше? Нет смысла где-то жить. Однажды ко мне пришел человек и говорит, Андрей Андреевич, где мне жить вообще? А то у меня в Украине не получается, в России не получается. Может быть, мне в Польшу уехать? Я ему говорю, послушай, мой друг, это не имеет значения, где ты будешь жить. В случае, если в твоем сердце счастья нет, то куда бы ты ни переезжал, ты его в своем сердце не найдешь. Ты не затем... Ты не того ищешь. Он говорит, я вообще не знаю, что вы сейчас говорите, мне деньги нужны. Нет, мой друг, нет. Тебе не деньги нужны, тебе нужны знания. Потому что сегодня приходил человек, который приехал из Польши и говорит мне, я работаю в Польше, ко мне хорошо относятся. Я единственный стекольщик, который стеклит на высоте 25 этажей, там 20-30 этажей. И у меня конкурентов нет. Мне платят там 2-3 тысячи долларов США ежемесячно. И я там чувствую там 1500-2 тысячи долларов США. И я себя чувствую хорошо. И ко мне хорошо относятся, несмотря на то, что к украинцам поляки плохо относятся. Но, тем не менее, я на хорошем счету. И здесь, в Украине, могу быть на хорошем счету. И еще где-то. Но недавно... Перед этим приходили ребята и говорят, мы в Польше живем, до этого жили в Голландии, в Нидерландах, до этого жили еще где-то там в Осло, Глазго. Везде нас используют, везде эксплуатируют и везде нам отказывают. Мы после этого полпланеты объездили. Андрей Андреевич, ну в чем дело? Почему? Мы, может, проклятые какие-то, может, у нас сглаз какой-то. А что вы умеете делать? Какая у вас специальность? Ну, я закончила экономический факультет. А кем работаешь? Ну, там мы у свиней убирали, там мы на ферме работали, там вообще мы работали еще где-то, там мы пробовали устроиться, яблочки собирать, там еще что-то. Ну так, если вы ничего не умеете делать, то тогда за что они должны вам платить?
Получается, куда нам переехать, чтобы мы были счастливыми? Да какая разница, где вам жить? Вы везде будете несчастными. Доброго времени суток, Андрей Андреевич, семья Кайласовцев. Я в отношении с пока еще не свободным мужчиной. Познакомилась с ним случайно. Он спас меня от хулиганов среди ночи. И началось. Какой молодец. Прогоняла его, но через несколько месяцев опять сошлись. Работаю с кодами и мантрами на замужество, поднимаю тона. Но ни дня без практик. Буду ли я с этим мужчиной? Есть табу. Это табу звучит так. Никогда не живите с мужчиной, если у него есть семья. Как бы он ни хотел и что бы он ни говорил. Почему? С этого начинается разрушение семьи. А семья это священнее, чем одинокая женщина. Одинокая женщина, она всегда может остаться одинокой. А создать семью и прожить в семье сложнее. Поэтому, если бы не было женщин, которые разрешают одиноким мужчинам так лазить по женщинам, то тогда не было бы разрушенных семей. Не разрешайте себе этого. Не разрешайте. Вы не найдете. Обычно, ну, конечно, будете ли вы с ним вместе? Ну, скорее всего, будете, знаете. Хотя мне говорить это не очень приятно. Потому что мне бы хотелось, чтобы все-таки у вас появился свой персональный мужчина. Как с ним надо встречаться? Нужно сказать, ты или там разрывай, ко мне приходи, либо давай закончим эти наши отношения, найдем в себе силы и будем жить отдельно. Почему? Это нехорошо. Если у вас есть дочь или сын, то когда вы встречаетесь с таким мужчиной, то это разрывает отношения, вернее, разрывает энергетику ваших детей. Если у него дети, то их дети будут несчастными. Также его жена будет, скорее всего, болеть онкологически или гинекологически. И после этого кто будет в этом виноват? Ваша вновь появившаяся прекрасная семья. А вот хотелось бы, чтобы я сказал по-другому, согласитесь, хотелось бы. Но вы понимаете, в этом моя особенность. Мне не хочется говорить по-другому. Я хочу говорить правду. Человек, занимающийся эзотерикой, это тот человек, который должен говорить правду. Так и будет бегать. Вам уважение, низкий поклон за вклад в развитие человечества. А особенно за любимую школу. Скажите, что посильного можно сделать для нашей школы? И еще, у вас звучала фраза «мантра выбирает человека». Как это? Что это значит? Дело в том, что вы прошли первую обновленную ступень, а у нас есть старая, бесплатно выложенная мантра. Именно эти слова я сказал на бесплатной этой ступени. Если человек начинает практиковать заклинаниями, кодами или мантрами, то какая-нибудь одна из этих мантр обязательно к нему прилипает. Это мантра, которая будет ему давать топливо. Это энергетическая мантра для этого человека, которую он должен читать. Эта мантра будет давать ему всегда энергетическую силу. Но есть другая мантра. Появится обязательно мантра, код или заклинание, который будет очень не нравиться. Его будет невозможно произносить, невозможно выполнять, невозможно делать. Так вот, если вы недовольны своей жизнью и будете именно этот метод использовать, то вы 100% будете очень удовлетворены со временем своей жизнью. Так как именно такой код, мантра, именно она изменит вашу судьбу. Ура! Спасибо за ваши ценные работающие знания, пожалуйста. Жизнь с каждым месяцем меняется в лучшую сторону. Очень нравится заседание РТЕ. Скажите, когда будут продажи вашей карты? Могу ли посвятить работу с ними РТЕ? Конечно, скоро уже будут. Необходимо подождать. Скорее всего, до Нового года я их сделаю. Ага. Владимир пишет, нет, я ювелир. Угадал я. Но спиртное не пью много лет, а с деньгами не очень, как и с металлическим мошенником. Работать на людях. Одевайте под свитер. Вообще могу сказать вам, что в ювелирной отрасли зарабатывают те люди, которые работают на себя. Вот у них будет это получаться. И то, ювелирная отрасль, она очень сложная, потому что этому необходимо обучаться. Этому необходимо обучаться правильно, я объясню почему. Я когда-то начал заниматься ювелиркой, у меня было свое ювелирное предприятие. И работая с людьми, которые умеют работать правильно, оказывалось, что у них угары правильные, там ничего у них не рассыпается, у них всегда в остатках золото и так далее. А те люди, которые считали, что они работают правильно, но не умели, у них постоянно там что-то... Там постоянно угары были, постоянно там все плохо получалось и так далее. Я знаю ювелира, который зарабатывает миллионы.
который делает сам вручную, там какие-то слова. Все это снимает на видео, и у него огромное количество заказов. Я считаю, что за этим будущее. Я ученица школы Кайлас, прохожу 2-ю ступень. От вас и вашей школы я просто в восторге, слушаю ваши семинары, всегда с открытым ртом, так как очень интересно, чему вы нас учите. Я вас обожаю, очень хочу повстречать хорошего мужчину в моей жизни. Скажите, повстречаю или нет? Конечно, повстречаете. Вы повстречаете мужчину, такой будет высокий, возможно, лысый или светловолосый, возможно, будут звать Владислав или Владимир. Через какое время повстречаете? Повстречаете уже на протяжении 1 года и 7 месяцев. Все в порядке. Не надо жить с несвободными мужчинами. Я вас обожаю, работаю в партнерской программе. Отрабатываю вопрос. Ура! Дорогой, глубоко уважаемый Андрей Андреевич, ну это я. Несколько месяцев назад вместе с сестрой начала бизнес по изготовлению мыла и свечей. Как вы считаете, пойдет ли этот бизнес? Пойдет, но будет вначале трудно. Чем бы еще заниматься для наилучшего раскрытия возможностей зарабатывания денежных средств? Вот смотрите, один из вас пускай занимается изготовлением, а второй раскручиванием. Раскручивать на это тоже необходимо много времени. Создать YouTube канал, записать видео, сделать лендинги, продвигать это на страницах, чтобы кто-то видел, делать так, чтобы создавалась эмоция, писать статьи об этом. Представляете, кто-то может на этом состояться. Вот это тоже является работой. Мы с женой ждем ребенка. Подскажите, есть ли какой-то обряд для защиты ребенка после родов? Крестить ребенка не хотим. Вы правильно делаете. Самый яркий обряд защитить своего ребенка — это любить друг друга. Каждое утро просыпайтесь и обнимайте свою жену, даже если она не нравится вам. Или каждое утро там... Вообще, как относиться к тому, что мужчина говорит такие слова? Допустим, говорит женщине: мне не нравятся твои губы, не нравятся твои зубы, не нравится еще что-то. Я хочу вам сказать. У мужчин есть проблема. Это проблема в тестостероне. Тестостерон выделяется мгновенно, и после этого через 5 минут следа его не остается. Поэтому, если мужчина говорит: мне не нравятся твои губы, вы должны ему сказать, глядя в глаза, сказать: ничего страшного, я уже над ними работаю, не переживай, скоро будут нормально. Или мне не нравится твоя грудь, говорите: ничего страшного, я работаю над этим, все в порядке, она станет лучше. Главное, дайте ему выход из того состояния, в котором он находится. Дело в том, что мужчины очень обучаемые существа. Если по чуть-чуть обучать мужчину, то есть говорить: ой, смотри, какая худая, вот, а у тебя нормальная, видишь, какая стройненькая, и попа, смотри, какая хорошая, и такая вся. Вот после этого он будет более смотреть на таких, которые нужны, которые рядом. Какой самый лучший обряд, который есть? Это обнимание с утра. Утром встаете, целуете свою жену или целуете своего мужа, после этого целуете своего ребенка. И после этого ваша любовь является самым лучшим обрядом для того, чтобы у вас все было хорошо. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Мой сын работает ювелиром 10 лет. Не пьет, не курит. Пьет по праздникам только вино, иногда пиво. Подскажите, пожалуйста, неужели он так и проработает ювелиром, ничего не заработал? Мне обидно, что я на свои 10 тысяч рублей покупаю продукты и оплачиваю коммерческие услуги, а у него всегда нет денег. Дело в том, что ювелирный бизнес — это бизнес, который требует очень большого количества вложений. Когда приходит парень и у него нет вложений, то он может десятилетиями, даже там дольше, зарабатывать на то, чтобы у него были переходный металл. То есть он может покупать золото, ложить. Дело в том, что для того, чтобы изготовить ювелирную цепь 100 грамм, необходимо перехода металла там 150 граммов. А он приходит, сначала он работал учеником, потом там полировщиком, потом обучался, потом покупал оборудование с этих денег. Потом он начал покупать металл, скорее всего сейчас по чуть-чуть этот металл откладывает. Для того, чтобы потом брать заказы, допустим, ему платят за 1 грамм, допустим, $1. Ему для того, чтобы заработать там $1, ему необходимо 100 грамм обработать. А чтобы обработать 100 граммов, ему необходимо 150 граммов. А 50 должны быть им куплены. А 50 грамм золота — это много денег. Таким образом, он по чуть-чуть делит, часть приносит домой, часть оставляет для того, чтобы в дальнейшем выйти на момент того, чтобы зарабатывать много и так далее.
Также я хочу вам сказать, что ювелир ювелиру рознь. Есть ювелиры, которые берут за работу очень много, есть ювелиры, которые работают на фабрике, им платят очень мало. Если он работает там полировщиком, я не знаю, формовщиком, там цепником, не знаю, на какой-нибудь такой работе, то я считаю, что этого делать не нужно. Лучше получить какую-нибудь образовательную программу и работать немножко в другом направлении. Будет ли у него получаться? Я просматриваю, он сможет зарабатывать деньги даже ювелиром. Не торопите его. Слушаю 2 недели шумы на нахождение работы. И вы представляете, сегодня поступил запрос от вышестоящего по рангу, но с структуры, если хорошие специалисты, через мое руководство направили им резюме. Смогу ли повысить категорию по госслужбе? И это эффект после того, как вступила в РТЕ. Ну, я не понял, это вопрос был. Сможете? Да, сможете. Оксана Наумчук. Андрей Андреевич, подскажите, закрыла бизнес. Проблема в том, что не могу найти работников. Нужно ли его стараться дальше запускать? Возможно, есть мантры для привлечения работников для работы. Спасибо огромное. Вам необходимо отъехать от того места, где вы находитесь, на 100 километров со своим бизнесом. И у вас будет куча людей, которые захотят делать такой бизнес, которым вы занимаетесь. И проблем с работниками не будет. У меня такое было в городе Киеве. Я открыл предприятие сначала в Виннице, прямо в самом центре города. После этого не могу найти сотрудников. После этого решил это предприятие перенести 60 километров от города Винница. После этого у меня появилось огромное количество сотрудников. После чего я его перевез в Киев. В Киеве начал работать, было предприятие, сотрудники были, но сотрудники постоянно менялись. И я решил пойти на вот такой вот не очень хороший шаг. Я решил перенести свое предприятие 50 километров от города Киев. После того, когда я это сделал, появились сотрудники, появилось очень много людей, которые готовы были работать дешевле. После этого я сделал еще дальше, или еще как бы интереснее. Я взял и еще дальше от города Киева разместил свое предприятие на расстоянии 100 километров в сторону Житомира. И могу сказать вам, что очень правильно я все сделал, потому что все возмущались и говорили, не будут ездить работники, мы не найдем специалистов и так далее. Я могу вам сказать сейчас, районный центр, в котором это все находится сейчас, он наоборот благодарен тому, что мое предприятие открылось, потому что мое предприятие дает там больше, чем 100 человекам постоянные рабочие места, все очень счастливы, у всех заработные платы высокие, хотя я могу сказать, что это практически в 100% меньше, чем заработная плата, которую я платил тогда, когда у меня предприятие находилось в Киеве и в Виннице. Я могу сказать, что это очень правильно. Зачем вам предприятие, которые находятся в больших городах? Вывозите их за большие города, там всегда есть безработные люди. Сегодня в группе на Facebook очень много людей после моего вопроса по кубике сказали, что они чудесны. Заказ уже сделала, тоже буду гадать. Ничего страшного, если я повторно получила духовное имя. Какое-нибудь из них уберите. Оставьте то, которое нравится. Скажите, правда ли, что нельзя вечером, ночью давать чужому человеку деньги? Правда. Женщина пишет, ничего страшного, если я повторно получила духовное имя. Вы представляете, духовное имя – это энергия, которую я трачу для того, чтобы ее снять, эту вибрацию. То есть я подключаюсь к вашей энергетике, спрашиваю, что прекрасного произойдет в жизни этого человека. После этого мне дают, как бы представляю человека в солнце, мне дают какие-нибудь названия вот этого духовного имени. После этого я это духовное имя даю вам, вы его должны написать на белом холсте, а взамен мне должны принести просад. То есть человек должен мне принести то, что я съем. Или передать, или оплатить, я не знаю, что-то сделать. Когда вы получаете от меня 1 раз или 2 раза бесплатно духовное имя, то в дальнейшем есть такой вариант, что мне такие духовные имена перестанут давать. То есть мне закроют этот канал, и на этом будет все закончено. Для вас это игра, а для меня это возможность помощи огромному количеству людей.
С сегодняшнего дня я обещаю, что ни один человек, обратившийся ко мне без просада, то есть если человек приходит и говорит дайте, или вот так дайте мне, или там а можно мне духовное имя, никогда его больше от меня в жизни не получит. То есть только после определенного просада. Платите деньги, приносите еду, передаете мне там не знаю там что-то, и после этого я это держу в руках, даю вам просад, прикладываете к этому белый шарфик, я пишу его сам, ваше духовное имя, после этого отправляю или приезжайте на морской курс, делаете это на морском курсе. Вариантов больше, других вот таких не будет. Сегодня, вы понимаете, каждый раз, когда подключаешься к духовному полю, то ты тратишь свою психическую энергию. Сегодня женщина пришла и показывает мне вот на таком лоскутке бумажки там духовное имя для своего сына алкоголика и внука алкоголика. А вот я им дала, а вы переписали на шарфик? Нет. А зачем вы у меня просили? Я хотела, чтобы они бросили пить. Ну так почему вы на шарфик? Ну я забыла, а когда получали? Год назад. Иногда кажется, что я цыганка, что я провожу эти вебинары для того, чтобы погадать людям, когда они выйдут замуж. Или духовные имена, или выложил ступени эти для того, чтобы потом люди там писали, какой я там дурачок. Или чтобы люди потом начали мне задавать вопросы, и при этом я жду ответ. Там, когда я выйду замуж, срочно мне напишите. Ну я при чем? То есть я создавал эту ступень, я ее записывал, и моей задачей было помочь людям. Помочь людям вырваться из нищеты, из омрачения, из черноты, помочь людям вырваться из нервных состояний, помочь создать семьи, помочь сделать так, чтобы появилось какое-то счастье в жизни, помочь сделать человека себя добрее, помочь сделать или воспитать рядом людей, чтобы они обращали внимание на такого человека и хотели брать с него пример. И после этого человек смотрит это и считает, что я теперь ему обязан. То есть то, что я выложил, вебинар, первые ступени, это теперь меня обязует отвечать на все вопросы. Это должно теперь меня обязать. Недавно предлагали часы 2015 года. Часы были в 2015, не помню, Бушерон. Часы в 2015 Брентлинг. Мужские часы, они сделаны из 27-каратного золота, они тяжелые, 100 грамм весят. Когда их покупал человек, он их покупал по каталогу. Эти часы в каталоге стоили 57 тысяч евро. Он их купил за эту сумму. На сегодняшний день у этого человека проблемы с законом, там проблемы еще с чем-то. И этот человек готов эти часы продать. И ему начали предлагать разные аукционы, разные стоимости данных часов. Учитывалось возраст этих часов, механизм, там учитывалось состояние внешнее, там подделка это и не подделка и так далее. Так вот, они стоили 50, а ему дали наличкой, если он захочет их продать, 12. Скажите, он сможет их продать за 50? Ну вот я сомневаюсь. Зачем мне покупать у него за 50, если я могу купить за 50 новые такие часы? А это бэушные, но они золотые, там хороший механизм. Так я за 50 куплю, а если они будут 40? Так зачем? Я 10 добавлю, где 40, там и 50. А вот купить за 10 дорогие часы, которые стоят за 50, наверное, интересно. Ты бы купил, Вова? То, что стоило 50 за 10, купил бы. А если бы они стоили 50, а тебе предложили за 48 купить, купил бы? В жизни не купил бы. Я даже за 40 не купил бы и за 35 бы не купил. Почему? Они должны стоить в половину дешевле. Только за то, что их кто-то уже одевал. Большое спасибо за все ответы, которые вы озвучили. Моя тетя смотрит с большим удовольствием. Пожалуйста. Ответьте, будьте добры. Обещаю, отвечу. Ученица школы. Посредник год назад взял деньги за подпись документов. Шайтан. На сегодняшний день у меня нет ни денег, ни документов. Известная история. Как поступить? Получу ли я документы? Нет, к сожалению, вы их не получите. Но эзотерически можно с этим поработать так. Деньги хотя бы получите. С этим можно работать так. Берете, покупаете черный камень в виде шарика, обсидиант или еще что-то, оникс. И говорите в этот камень: будешь сидеть до того момента, пока не отдашь мне деньги. И одеваете его на ниточку, этот шарик, и носите на себе и днем, и ночью, и не снимаете до того момента, пока не вернет.
Также можно купить у нас четки из агаты или из оникса, и после этого черного цвета. И после этого просто перебирать эти четки и в этот момент думать об этом человеке. Обязательно все вернет. А документы не найдете, так как он их потерял, скорее всего. Вам огромное спасибо за знания и за философию школы. Поменялось отношение к доченьке. Читаю коды и мантры для замужества. Поменялся голос, стал интересным. Ух ты ж. Надеюсь, что скоро появится вторая половинка. Скоро появится. Читаю коды и мантры для денег. Кардинально произошли изменения в бизнесе. То есть потеряла работу. Появились новые связи и знакомства. А сейчас организовывается новая команда единомышленников. В правильном ли я направлении? Ну, вы чуть-чуть не в правильном направлении, но не стоит этого бояться. Вы скоро найдете и направление, и мужчину. Ваша жизнь сложится. Не переживайте. Добрый вечер, уважаемый учитель Андрей Андреевич. А можно ли как-то повлиять эзотерически на вес своего мужчины? Очень хочется, чтобы поправился, а он не хочет. Рисую букву F на животе. Помогает, но мало. Начните обязательно добавлять сливочное масло в суп. Я говорю это серьезно. В кашку, в супик, сливочное масло. Тогда человек будет набирать вес. Обязательно пусть будет у вас, там, подслащивайте молочко. Есть ли эзотерический метод для того, чтобы человек набрал вес? Дело в том, что я не могу озвучить здесь этот метод. Объясню почему. Дело в том, что найдутся те люди, которые обязательно будут на кого-то влиять в своих негативных задачах. Это будут люди даже не ученики школы, знаете, а это будет за это меня будут наказывать. Знаю ли я такой метод? Знаю. Напишите мне сообщением, я вам его дам. Людмила Тимофеева. Здравствуйте, спасибо за то, что вы есть за школу, и за то, что делаете для человечества свет, мир, добро, счастье в наших рядах кайласовцев. Ура! Счастливо, что в вашей школе здоровья, счастья и мира в вашей семье. У меня вопрос. Засада сработает, что-то не получается, как ни стараюсь, читаю мантры и коды, я не жалуюсь, у меня все отлично. Ответьте, если можно, про работу. Спасибо еще раз, низкий поклон. Очень часто человек ставит себе задачи большие. Вот, допустим, вот я ставлю себе задачи. Эти задачи звучат так. Скоро я буду получать, там, скоро у меня появится своя квартира. Скоро у меня появится своя квартира. При этом я живу на съемной квартире. При этом я работаю в общежитии. Кем там можно работать в общежитии? Вахтером и уборщицей. Уборщиком. Ну, еще, наверное, где-то я там подрабатываю. И после этого я думаю, я перейду в другое место, там будет больше денег, или там что-то произошло и вас уволили. И при этом у меня есть программа, скоро я буду зарабатывать больше, скоро у меня будет много денег и так далее. И я пытаюсь устраиваться вахтером или пытаюсь устраиваться уборщиком, и меня не берут. Вопрос, почему? Потому что данная работа не принесет мне материального благополучия. Тогда куда же лезть? Ответ этому есть. Для того, чтобы найти энергию, для того, чтобы вы могли принять решение, для того, чтобы в жизни что-то изменилось, вам нужно начать радоваться, а также вы должны обязательно стараться как можно больше получать от жизни радость и удовольствие. Андрей Андреевич. Ура! 5 сентября вышла замуж. Какая вы молодец, Валда Андреева. Мы с мужем ученики школы, очень хотим побывать в новом году на морских курсах. Вы и школа, и ваша семья чудо. Спасибо. Напомнили о семье. Все, у нас сейчас уже без 28. Сейчас я поеду домой. Подскажите, пожалуйста, как примирить ребенка и мужа? Вроде все хорошо, но иногда... Я сегодня рассказывал в самом начале об объединении крови. Объединяйте кровь и прокручивайте ее. Тогда 100% начнут друг друга обожать. В одном из семинаров, по-моему, на второй ступени обновленной, я рассказывал о том, как, или даже на первой обновленной ступени, я рассказывал о том, как примирить мужчину и женщину, дочку и отца, даже если не родные дети и так далее. Несколько месяцев назад вместе с сестрой начали бизнес. Ответил. Можно ли как-то эзотерически восстановить горловую чакру? Конечно, можно. Первая ступень. Звук чакры. Лам, вам, рам, ям, хам. Звук хам. Просто сидите и произносите на вдохе хам. После этого задержка дыхания и на выдохе громкий звук хам. Вот так. Хам. Хам. Подскажите моей дочери, идти на магистра или с бакалавром она найдет свое место. С бакалавром найдет свое место.
Купила первую обновленную ступень, но не могу понять, работают ли коды со мной на увеличение пси-энергии. Работают коды. Купила семинар «Быстрое замужество», встретила мужчину и расстались. Что не так я делаю? Мужчиной необходимо восхищаться. Мужчину необходимо согревать. Мужчину нельзя критиковать. Нужно хорошо выглядеть для того, чтобы охомутать мужчину. Ну, что я не так делаю? Ну, сложный вопрос, вы знаете. Он такой неординарный, неоднозначный. Женщина думает, что достаточно раздеться и переспать с мужчиной для того, чтобы он был счастливым. Но это не так. Все мужчины, они не только хотят интимной близости. Мужчинам нужно отношения, их нужно обожать, их нужно там гладить, там, им можно готовить, еда должна быть вкусная, от женщины не должно пахнуть плохо, изо рта не должно, у нее должны быть чистые волосы, на ночь волосы не должны вонять, ну и там, знаете, много всего. Мужчина, он же как товар, знаете, вы покупаете Мерседес, вы его со всех сторон, машину покупаете, везде обсматриваете, вы ее и сверху, и снизу, и слева, и справа, и туда залазите, и туда. Вы ювелирное украшение, когда покупаете, то вы его осматриваете со всех сторон, чуть ли не в лупу туда заглядываете. Естественно, когда мужчина приходит домой и видит женщину, поверьте, он вас рассматривает каждый день. Каждый день вечером рассматривает как ювелирное украшение. Скажите, приятно рассматривать ювелирное украшение? Приятно, а там могут быть дефекты? Вот представляете, ваш мужчина каждый день приходит с улицы, где находятся миллионы холостых женщин. Миллионы красивых женщин. И что он хочет видеть дома? Он хочет видеть хотя бы чистую, ухоженную, в красивой одежде, не знаю, с ногтями женщину, там, не знаю, с прической хоть какой-то, с чистыми волосами, приятно пахнущую женщину. Тогда он будет этим гордиться, это будет его вдохновлять, стимулировать. Он захочет жить с такой женщиной. Как прекрасно вас слышать. Спасибо за сангаю завтрашнюю, 33-ю. Можно о сангаях ясновидения? Смогу ли я просматривать в дальнейшем к вам, Фаридас Олег? Конечно, я вам говорил когда-то на морском курсе. Мой папа приходит сейчас третью химиотерапию, последнюю. Врачи сказали, если не поможет, то ему останется жить около 8 месяцев. Можете ли вы... Что? Скажите, это правда? 6 месяцев. Врачи говорят правду. Обратитесь ко мне, напишите мне в Facebook с папой. У меня есть что-то, что я вам предложу, и папа проживет намного дольше. Скажите, пожалуйста, мне 47 лет, выйду замуж, вы идите. Скажите, может ли быть такое, что вы добились таких высот в эзотерике и в жизни, потому что вы родились с экстрасенсорными способностями? Вы сейчас говорите, как в свое время задали вопрос в свое время Бетховену. Ему сказали, вы, наверное, родились с талантом. Он говорит, вы ошибаетесь, у меня нет никакого таланта. Дело в том, что вся моя работа заключается в том, что я, положив руки на пианино, в нужное время просто пальцами нажимаю нужные кнопки. И все. И я этому научился, потому что меня долго обучали по-нужному нажимать, и я тренировался. Таким образом, я могу сказать, что то, что вы видите в моем лице, является элементом просто длительной работы над собой. Нечестно говорить о том, что человек не имеет возможностей, способностей, все с чем-то рождаются. Это не так. Я считаю, что каждый человек может у себя это развить, что каждый человек имеет такие возможности, что у каждого человека есть этот потенциал. Вы проводите обряд раскрещивания? Провожу только на морских курсах. Как и сколько оплатить? Только на морских курсах. Прохожу первую обновленную ступень. Мне очень нравится ваша школа. У меня все прекрасно, если бы не болело правое плечо. Ну что ж такое? Ничего не помогает. МРТ показал воспаление капсул. Смотрите. И сейчас давайте время засечем. И где-то минут через 5 спросим у Бременс, болит у нее плечо или нет. Вы увидите, как это работает. Ученица первой обновленной, прохожу другие семинары. Подскажите, я мама 2 детей, одновременно приемного. Муж ушел к другой девушке, вернуть не хочу. Хочу персонального любимого. Спасибо огромное. Ну, что подсказать-то? Будет ли любимый? Будет.
Как устроюсь на работу, обязательно напишу и дам знать. Это волшебство. Долголетия вам, Андрей Андреевич. Спасибо. Андрей Андреевич, куда привести просад за духовное имя? Прямо здесь, где вы сейчас смотрите, написано «Поблагодарить А.А. Дуйко». Не знаю, как вы это все видите, но по идее вы должны видеть эту красную кнопку в том месте, где вы сейчас пишете. Вот написано сверху надо мной «Поблагодарить А.А. Дуйко». Нажимайте и платите. Я прохожу первую ступень школы. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне выбрать профессию? Все, что связано с лесом. Чем угодно занимайтесь. Главное, чтобы это было связано с деревом и лесом. Нет, ступени это класс. Я 2 недели как знакома с вашей школой, прошла первую ступень бесплатную, этому рада. Именно так и вопросы одни и те же. Люди, вы на приеме у гадальщика. Да. Не сердитесь, вы так помогаете всем, не обращайте внимания. Ну как же не обращать внимания, вам же надо. Очень хочется приехать в октябре на МК с детками. Получится у нас в октябре с детками. Нет, скорее всего, вы не приедете. Несколько месяцев назад вместе с сестрой начала бизнес. Вы уже 5-й раз пишете. Пришла идея запустить бизнес по сыроделанию. Есть возможность профессионально обучиться этому. Скажите, вы думаете, перспектива, исправлюсь я? И перспектива, исправитесь. Смело делайте. Подскажите, когда выйдут тренажеры, о которых вы говорите, или на РТ? В следующую пятницу буду проводить их презентацию. Это и вправду забавно выглядит со стороны. Когда замуж, женитьба или когда стану миллионером, срочно напишите. Ахахах, правда смешно выглядит. Ахаха, точно. А можно ли духовное имя спросить после оплаты ступени? И надо будет еще оплатить, не нужно будет ничего платить. Просто завидую, кто-то просто так в шутку ради внимания. Я тут думаю, когда лучше спросить, чтобы не всем бесплатно. Проходите первую ступень, после этого обращайтесь ко мне. Просад необходимо заплатить. То есть я должен обязательно, вы мне должны заплатить, я должен на эти деньги указать просад, я должен пойти купить там виноград или персик и съесть. Вот так оно работает. Тогда это имя работает. Оно и так работает, но дело в том, что я тоже переживаю. Со временем, если я буду делать это вот так безвозмездно, это будут на бумажках писать, то ко мне будут, мне просто не будут этого показывать. У меня уже была такая паранормальная способность, когда просто на что-то перестали отвечать. 2-й и 3-й раз обычно я не совершаю ошибок. Я ваша ученица 3 года. Начала новый бизнес и как-то тяжело идет. Практикую коды и мантры. Стоит ли мне дальше поднимать новый бизнес? Стоит. Много лет назад муж подруги, получив отказ в интимной близости, как бы пожелал в сердцах, что настанет время, когда ни один мужчина не будет смотреть в мою сторону, и что я буду молиться, чтобы хоть кто-то обратил внимание на меня. Тогда я махнула рукой на эти слова, послала его подальше и вспомнила недавно о них. Могли бы вы в какой-то мере повлиять на отсутствие личной жизни? Больше 10 лет прошло, как избавиться? Скажите, если женщине 50, то она лучше выглядит, когда ей 60? Или нет? Здесь уже все равно, кто бы вам что ни сказал, все равно придет время, обязательно придет время у каждого человека, когда на нас перестанут обращать внимание. Почему? Все дело в возрасте. Можно ли как-то это изменить и вспять пустить? Можно. Вы должны знать, что чем больше женщина, или тем не так, чем взрослее женщина, тем она должна больше обращать внимание на свой внешний вид. То есть здесь идет уже речь и о лице, о коже, о волосах, о ногтях, о том, что она одевает, что обувает, там, насколько она полная или насколько она поправилась. Никто не хочет жить с полной женщиной, с взрослой женщиной. Никто не хочет жить с неухоженной женщиной. После этого я была молодая, я была неухоженная, молодая, и у меня была куча. А сейчас прошло всего лишь 10 лет, и там на меня никто не обращает внимания. Ну, за 10 лет можно ой-ой-ой как себя запустить потом. Не разгребешь. 10 раз рассказал с вашими мылами и свечами, что вы не слушаете.
Как стать правильным учеником, пишет Станислав, если нет денег? Без бабосов нет самосов. С бабосами есть самосы. Почему? Объясняю. Для того, чтобы стать правильным учеником, человеку необходимо совершенно безвозмездно, товарищ, безвозмездно пройти первую ступень школы Кайлас, которая выложена в абсолютно бесплатном доступе на моем канале в YouTube. Но это не все. Там выложена еще вторая порция шашлыков. Поэтому вы можете и шашлыки, и самосы кушать совершенно бесплатно. Поэтому можете становиться правильным учеником и проходить первую и вторую ступень безоплатно, то бишь даром, проходя ее бесплатно в YouTube. Тут же вопрос, Андрей Андреевич, а где будет, когда будет бесплатная третья? Во время того, то есть ты научился привлекать в жизнь эзотерические материальное благополучие, а теперь есть смысл это купить. Так зачем выкладывать? Есть идея создать мощную практику по нескольким любым направлениям для обычных людей. Если интересно, найди меня в ВК.ком Оле Сору, самому мне лень. Отлично, видите, какой у нас Олег Сорока. Так что все бегом к Олегу Сороке. Андрей Андреевич, недавно пришла идея запустить бизнес. Ответил, как помочь ребенку в учебе. Рисуйте плюсик молоком утром и вечером. Будет умненьким. Моя мама живет в Афинах, делает уборки, помогает нам чем может. Ей 69 лет. И, увы, мы, я, дочь и брат до сих пор ее помощь принимаем, так как без нее не можем обходиться. Очень хочется ей помогать, а выходит наоборот. Решила переехать в Афины. Но понимаю, что такой режим работы, как она, долго не выдержу. Смотрю на нее и удивляюсь. Я не могу вставать в 6 утра каждый день без выходных. Мне нравится делать поделки, просыпаться с удовольствием, а не через силу, потому что нужно. Смогу ли я жить с радостью, найти свое дело в Греции по душе? Или, вероятно, пойду по тому же пути? Я бы сделал так. Вот ваша мама отфигачила на вас, а теперь вам не нравится. Теперь вы должны маму посадить на то место, где вы были, там сколько лет она на вас работала. И все вместе, вы, ваша дочь, сын, должны поехать в Грецию и отплатить ей той же монетой. То есть вы должны там работать, жить как попало, вставать в 6 утра. И очень много делать для того, чтобы мама ваша, как и вы раньше, не могла обходиться без ваших денег. Это будет по-честному. Вова, я прав? Или я жесток сейчас? Это очень по-честному или нет? То есть сидели у мамы на шее, никого это не интересовало, не получали специальность. Она хочет заниматься поделками. А как же дети, которых нужно кормить? Люди часто думают, что они должны заниматься тем, что им хочется. А как же процесс выживания, конкуренции? Почему об этом никто не думает? Приходит девочка и говорит: ой, я хочу, чтобы работа была по душе. А чем ты сейчас занимаешься? Ничем, сижу. Ну, сижу на шее у человека, которого я не люблю. Так тебе надо сначала заниматься тем, что будет не по душе. Ваша мама, она встает в 6 и ложится, и она это не для себя делает, для вас. А вы не хотите делать это для кого-то, вам хочется поделками заниматься. Какой-нибудь хороший вопрос надо. То я что-то разошелся. Мне старые люди очень... Я очень люблю старых людей. Я прямо люблю старых людей. Знаете, мне нравятся эти бабушки несчастные, дедушки. Но мне надо сделать ограничения по возрасту и давать эти ступени смотреть только взрослым людям. Пусть моими учениками будут люди я не знаю, от 65 и старше. И бесплатно для них буду читать вебинары, будет очень приятно. Андрей Андреевич, буду я замужем, буду говорить: будешь, не будешь, что делать? Как правильно сидеть у мамы, чтобы тащиться и получать удовольствие на шее? И надо ли ехать мне в Грецию вообще? Ужас какой-то, фу. Как не стыдно, позор какой-то, фу. Подскажите, как отодвинуть климакс? Вот хороший вопрос. Уж очень неприятно. Берете и делаете эзотерический обряд. Берете гвоздь металлический, плоскогубцы, нагреваете огонь над огнем, металлический гвоздь, и окунаете его в стакан с холодной водой. Делаете так 10 или более раз. После этого берете стаканчик и выпиваете. Пьете 2 стакана в день. Ровно 1 месяц, и после этого у вас климакс навсегда исчезнет. Скажите, просто как я это делаю, да? Ученицы школы, работаю с Ангая, пришли такие большие проекты, что просто страшно даже думать о них. Справлюсь я с ними, смело соглашайтесь.
Ага. Андрей Андреевич, спасибо. Жизнь меняется, припутав чудодействия, согласен. Появляются деньги, иногда ниоткуда. Читаю мантру на замужество, появляются отношения. Но тут вот все очень сложно. Занимаюсь несколько лет ведической астрологией. Очень плохая семейная карма по астрологии. Читала мантру на выход из влияния планет. Надеюсь, что и в скором будет положительный эффект. Будет. Очень хочу скоро обнимать и целовать любимого мужа по утрам. И по вечерам, и по ночам. Много-много поменялось в понимании и восприятии жизни, ситуаций разных. Спасибо большое. Очень хочу попасть к вам на курсы практики. Спасибо и вам. Скажите, пожалуйста, спустя полгода после родов не хочется интимных отношений. А мужу это необходимо. Это у меня гормональное. Какие коды лучше почитать? Необходимо попринимать препарат Гормонорм и обязательно набрать несколько килограммов веса. Если женщина после родов худеет, то у нее исчезает интимное желание. Поэтому принимайте Белиока, принимайте Гормонорм и выздоровите. Прошу вас. Несколько рекомендаций или советов. Я жил в Одессе до середины июня. У меня был бизнес, который привлек в мою жизнь долг. 60 тысяч долларов. Проценты растут. Сейчас нахожусь нелегально в Израиле. Получается только заработать на часть процентов, даже на тело кредита возвращать. Очень длинное письмо. Пишите мне письмо в Facebook, я прочитаю, отвечу. Я ученица Кайлас, прохожу вторую ступень от вас в вашей школе, я в восторге, слушаю ваши семинары с открытым ртом, так как очень интересно, чему учите. Я вас обожаю. Очень хочу встретить молодого мужчину в моей жизни. Скажите, пожалуйста, встречу его или нет, с уважением, Валентина? Встретите Валентина, уже сказал вам. Смогу ли я до Нового года заработать или снять с себя долговое бремя? Ну нет еще, чуть-чуть не получится до нового, но на следующем году погасите. На старте два бизнеса, один отдавать деньги под процент, другой защищать от банков и коллекторов, который попрет. Тот, который защищает от коллекторов, попрет. Получится ли у меня заняться благотворительной организацией? Получится, денег не заработаете. Я желаю вам успеха. Что делать в пятницу? В пятницу необходимо делать праздник, товарищи. Не напрасно у иудеев есть традиция, которая называется шаббат. То есть по-другому переводится как праздник. Этот праздник, который необходимо праздновать в предчувствии радости. Поэтому давайте сегодня все вместе сделаем праздник. Сегодня остановимся, сядем за столы и отметим сегодня и завтра в виде праздника события, предчувствия того, что скоро будет радость. Радость оздоровления, радость обретения любви, радость обретения везения, радость обретения нами и нашими близкими счастливой судьбы, радость обретения детей, радость обретения своего имущества, долгожданной любви. Одним словом, давайте сегодня устроим праздник. С вами был Андрей Андреевич Дуйко, руководитель эзотерической школы Кайлас. Хочу напомнить, сайт моей школы duiko.guru. Вы можете пройти старые ступени, которые выложены абсолютно бесплатно в YouTube, которые называются первая, вторая ступень школы Кайлас. Это, я хочу напомнить, по-моему, от 20 до 30 часов информации, которые выложены в каждой из ступеней, а не 3 часа, как мне пишут. Прошла первую ступень школы Кайлас, 20 минут. Что это значит? Я прошла седьмой день, третья часть. Но это же не первая ступень, это только седьмой день, третья часть. Естественно, в случае, если вы хотите заниматься более глубоко эзотерикой, также вы имеете какие-либо успехи, я вам рекомендую и в дальнейшем хотите посвятить свою судьбу тому, чтобы заниматься и преподавать эзотерику, я очень рекомендую использовать мои обновленные ступени эзотерической школы Кайлас, а также мои семинары, которые выложены на сайте duiko.guru. Вы можете приобрести эти семинары. Сейчас как раз проводится акция по этим семинарам. Изучайте, практикуйте, изменяйте свою судьбу. Занимайтесь вместе со мной сангая.
одним словом хочу сказать или завершить наш сегодняшний вебинар, который должен завершиться моим любимым высказыванием. Их у меня два. Первый — счастье, счастье, радость, радость. Это как бы мой лозунг моей жизни, мой флаг, под которым я живу. И второй — эзотерика управляет миром. Это мое святое понимание жизни. Я могу сказать, что это действительно так. Не забывайте о том, что наши вебинары публикуются после этого на моем официальном сайте aduiko.com и публикуются, вернее, на официальном канале, который называется у меня, сейчас я посмотрю, Андрей Дуйко официальный канал. Обязательно добавляйтесь в друзья, обязательно распространяйте данный вебинар, если он вам понравился, разместив его на своей странице в социальных сетях, а также обязательно лайкните после окончания вебинара там, где стоит пальчик, и не забудьте подписаться на мой канал. На этом конец. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.